Всем привет и добро пожаловать на мой проект «Кухня натуриста». С вами Мила Натурист. Итак, я начинаю свой канал с приготовления форели. Почему я выбрала эту рыбу? Ну, во-первых, чем отличается форель от других рыб? Эта рыба очень капризная, и живет она, как мы многие знаем, в очень чистой воде. Конечно, у нас здесь в полосе нету горных рек, но у нас много форелевых хозяйств, куда можно съездить и купить свежую рыбу, что в принципе я и сделала утром. Я поехала туда, показала, какую рыбку мне выловить. Мне выловили свежую рыбу, и я ее разделала для того, чтобы готовить. Это самый замечательный вариант готовить форель. Конечно, можно купить и замороженную в магазине, но купить свежую рыбу это лучше всего. По крайней мере, это полезнее всего. Ведь вы же прекрасно, наверное, знаете и много раз смотрели всякие видео о природе, что когда форель идет на нерест, сколько за ней всех животных гоняются, особенно медведи, гризли стоят по водопаду и ловят эту рыбу, потому что в ней огромное количество хорошего питательного жира, в ней огромное количество омега-3 и многих микроэлементов, которые очень полезны для всех, но для животных, но тем более и для человека тоже. Вот поэтому я выбрала форель. И еще один нюанс. Я выбрала способ, по которому готовить ее очень быстро. Даже если вы фактически никогда не готовили рыбу и не знаете, как к ней приступить, это делается элементарно. Самая главная составляющая – это рыба, которую я почистила, соль, лимон, обязательно лимон, ну и духовка, потому что готовить я ее буду на противне. Что мы должны сделать для того, чтобы начать готовить рыбу? Запоминаем, это обязательно. Перед тем, как готовить вообще любую рыбу, вы ее помыли, ее нужно обязательно обсушить. Лучше это сделать простым бумажным полотенцем. Я уже свою рыбку подготовила. Если вы ее не оботрете, то лишняя влага помешает вам, когда вы будете готовить, и может немного испортить продукт. А портить такой продукт, как форель, явно бы не хотелось. Итак, рецепт простой, но удивить своих друзей и знакомых, накормить полезной и вкусной пищей, я думаю, хочет каждый. Мы берем рыбу. Что мы делаем? У меня, кстати, включена духовка, она греется, потому что рыбу нужно ложить в разогретую духовку. Да вообще, в принципе, любой продукт ложит в разогретую духовку. Есть одно исключение, но мы с вами потом дальше, когда вы подпишетесь на мой канал, об этом узнаете. Итак, соль. Мы солим рыбу сверху. Солим обязательно ее внутри. Просаливаем хорошо. Просаливаем, проматываем. То есть, видите, у меня рыба с головой, даже с хвостом, с плавниками. Это вот такой вот способ и такой подход. Если, кстати, вы удалите голову, удалите плавники, удалите хвост, когда рыба будет в духовке печься, она начнет разбухать, и она у вас может развалиться на части. Поэтому вот все вот эти вещи лучше оставить. А потом, когда они приготовятся, все вот это очень хорошо отойдет. Это вам на заметку. Можете, кстати, использовать перец, но я этого не делаю, потому что я так люблю. О, у нас, кстати, между прочим, даже есть небольшая икра. Я ее обязательно положу вовнутрь рыбы. Если я оставлю ее снаружи противня, она высохнет. Итак, рыбку мы посолили.
Вытираем руки. Берем кусочек лимончика. И слегка спрыскиваем ее как снаружи, так и изнутри. Все, лимоном мы обработали. Что мы еще сделаем? Мы с вами обязательно рыбу обмажем подсолнечным маслом. Ну, у меня подсолнечное, можете использовать оливковое масло, ну или какое у вас есть. Но масло без яркого вкуса. Помните, мы готовим форель, это царская рыба. И любые ингредиенты, которые вы хотите добавить, вот именно в моем блюде, могут его немножко подпортить. Поэтому здесь ничего лишнего, чтобы вкус форели был очень насыщенным. Немного масла. Вы обмазываете рыбу. И сейчас мы с вами отправим ее на противень. Итак, противень я выслала бумагой для выпекания. Я сюда ложу нашу рыбку. Вот. Все. И в таком вот виде я ее отправлю в духовку. Кстати, есть варианты, когда некоторые готовят рыбу, форель, и заворачивают ее в фольгу. Но могу вас предостеречь, форель очень жирная рыба. И если вы завернете ее в фольгу, то весь жир будет внутри рыбы, и она будет просто разваливаться. Кстати, кому-то, если это нравится, можете так готовить. Но если вы хотите цельные и сочные кусочки, то оставьте ее открытой. Лишняя влага и жир подвытопится, и она будет просто великолепной. Отправляем в духовку на температуру где-то 220-210 градусов минут на 40. Ну что ж, будем готовить дальше. Теперь нам остается только подождать. Рыбу можно подавать с любыми овощами, можно подавать даже с кашами, с зеленью, и все дальше на ваше усмотрение. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Вас ждет очень огромное количество рецептов. Кто меня видит первый раз, то знаете, у меня есть ссылочка внизу на Patreon, и на Патреоне, как и на OnlyFans, вас ждет не только это видео, но еще более 300 видео, где, естественно, я готовлю на кухне, но уже без одежды. Потому что натуризм и предполагает вообще полную наготу и отсутствие одежды. Но так как я на YouTube, и того требуют правила сообщества, то я в фартуке. А так, до встречи на Патреоне. Пока. Подождем еще рыбу. Угу. Итак, время пришло, и я достаю рыбу. Не люблю пользоваться перчатками, привыкла всегда пользоваться полотенцем. Итак, давайте смотреть, что у нас получилось. Вот, как я говорила, рыбка вся хорошо запеклась у нас, да, нету никаких вот больших таких твердых корочек, весь жир, тоже, помните, я вам говорила, да, весь лишний жир у нас вытопился на бумагу для выпечки, и у нас рыба получилась очень диетическая. Мы сейчас подождем, она у нас
немного остынет, и потом мы ее переложим, потому что она еще очень и очень горячая. Итак, рыбка остыла, мы аккуратно ее сняли с противня. С учетом того, что мы готовили ее на бумаге для выпечки, она у нас очень хорошо снялась и не пригорела. Вот такая замечательная рыба. Можете резать на кусочки и подавать к столу. Кстати, также, если вы хотите, сверху можно еще раз сбрызнуть лимоном, добавить зелени, овощей, и приятного вам аппетита! Надеюсь, вам понравился мой рецепт, и до встречи на моих новых видео. Жду от вас подписку и обязательно комментариев. Всем пока-пока!